Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот мини-кроссбоди. Да, для такой сумочки нам понадобится моток пряжи, где-то 350-400 грамм, портфельный замок, кольца, карабины, ну и цвет, ручка, цвет, что вы предпочитаете. Итак, для такой сумочки нам потребуется моток пряжи. Одного моточка должно вполне хватить. Крючок, я использую в данном случае крючок номер 8. Пряжа у меня от пряжи Центр. Это пряжа Бисквит. Да, она нарезана вдоль, вдоль нити, и поэтому у нее, если будет видно, как бы лицевая сторона идет снаружи, да, и она при такой навеске не вытягивается. То есть эта пряжа, она по всем своим качествам повторяет вторичку, которая практически является нерастяжимой, но при этом это первичная пряжа. То есть мне кажется, это идеальный вариант для сумочек. Особенно для тех, кто боится, что что-то вытянет. Начнем с цепочки воздушных петель для первого ряда. Я набираю 17 петель. Вот я набрала 17 петель, фактически это будет ширина сумочки, да, но, естественно, если она немножко еще сжата, она немножко вытянется. Дальше вяжем столбик без накида, в каждую петлю первую петлю пропускаем. То есть начиная со второй петли. Таким образом у нас получится 16 столбиков без накида. Я вяжу первый ряд всегда за перемычку. Так получается красивее и без дырок. У меня пряжа цвета Мальдивы, поэтому если захотите повторить точно такой же, то выбирайте Мальдивы. Ссылки на пряжу я оставлю внизу. Так, я провязала первый ряд. То есть вы можете обратить внимание, что у него что сверху, что снизу получаются косички. Да? Первый ряд он будет как бы заканчивать клапан, и поэтому очень важно, чтобы вот здесь вот тоже была красивая косичка, да, это будет фактически лицевая сторона нашей сумочки. Дальше начинаем вязать второй ряд. Это я делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю. Следите за тем, чтобы поворот всегда выполнялся в одну и ту же сторону. И в каждую косичку вяжу еще 16 столбиков без накида. Да? И таким образом я вяжу все оставшиеся ряды. Сейчас провяжем второй ряд.
Последняя петелька. Итак, вот посмотрите, я связала 2 ряда. И получается как бы такая пара рядов. От таких пар нам нужно будет связать 20 штук. И всего это будет 40 рядов. 20 пар, 40 рядов. Снова делаю воздушную петлю, снова поворачиваю в ту же самую сторону. И опять заметьте, здесь я не пропускаю первую петлю. Можно вязать полотно из поворотных рядов, пропуская, да, вот так вот. А можно не пропускаю. В данном случае я предпочитаю не пропускать. И тогда по краю нашего вязания будут такие небольшие зубчики образовываться. Но это уже на ваше усмотрение, как хотите, так и делайте. Снова 16 столбиков без накида до конца ряда. Петля подъема, поворачиваемся. И снова 16 петель. Я свяжу все 40 рядов и покажу вам, что делать дальше. Итак, я связала 20 рядов, 20 пар рядов. Можем пересчитать. Вот она, вся вошла в кадр. Ровно 20. Дальше нам понадобятся маркеры, которыми я буду отмечать, где заканчивается стенка, где заканчивается дно и где заканчивается другая стенка. То есть, как я и говорила, вот эта часть, да, где у меня еще нитка идет от вязания, здесь надо оставить длинную нитку, где-то примерно метр. Этой ниткой мы будем пришивать одну из боковушек, поэтому она нам нужна длинная. И, соответственно, эта часть будет передней стенкой. А вот эта часть, где мы набирали, и здесь, видите, по краю тоже косичка, это будет клапан. Когда она свернется вот таким образом. Соответственно, клапан очень важно, чтобы здесь была именно косичка по краю набрана. Дальше мы отмечаем пары рядов. На стенку уходит 5 пар. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю здесь маркер. Это нужно для того, чтобы ровно пришить боковушки. То же самое проделываю с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю здесь маркер. На донышко нужно 4 пары рядов. 1, 2, 3, 4. То есть вот здесь закончится донышко. Опять ставлю маркер и ставлю маркер на противоположной стороне. Ну и дальше задняя стенка, которая тоже требует 5 пар рядов. Ставлю маркер. И маркер на противоположной стороне. Вот эта часть, которая остается, это будет клапан. Теперь, если мы его свернем,
Мы можем сворачивать его, уже ориентируясь по маркерам. То она будет свернута примерно вот так. Пока не очень умещается в кадр. Дальше приступим к вязанию боковушек. Я связала основу и теперь перехожу к вязанию боковушек. Боковушки вяжутся точно так же, как и основа. Единственное, что сестры они имеют другой размер. На боковушке я набираю 9 петель. И провязываю первый ряд точно так же вот за перемычку. Соответственно, 8 столбиков без накида. Первую петлю мы пропускаем. И дальше я провязываю 8 столбиков без накида. Как понять, какова будет высота боковушки? Помните, мы откладывали с вами на основной части для стенки 5 пар рядов и 4. Сейчас переверну, это изнанка. Вот она. То есть здесь отложено 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 1, 2, 3, 4. Соответственно, наша боковушка будет пришиваться вот так, а вот эти части вот тут будут сшиваться, когда она свяжется. То есть в длину она должна составлять 4 пары рядов, то есть это 8 петель. Именно поэтому мы и набрали 9. Потому что первая как бы является подъемной, а все остальные мы провязали. Их получилось как раз 8. А высоту она должна будет составить то расстояние, которое мы отложили здесь. То есть это 5 пар рядов. То есть нам нужно будет связать 5 пар рядов. Свяжу второй ряд. Опять делаю воздушную петлю подъема. Переворачиваю. И провязываю 8 столбиков без накида. Петля подъема, переворачиваю и снова 8 столбиков без накида. И так на нужную нам высоту. Свяжу боковушку до конца и покажу, что делать дальше. Вот я связала одну боковушку, и вторая вяжется точно так же. Мы сначала набираем цепочку из воздушных петель, это 9 воздушных петель, затем первую петлю пропускаем, и вторую петлю в дужку мы вяжем в каждую следующую петлю по одному столбику без накида. Итого их получается 8. Затем снова делаем подъемную петлю, разворачиваемся и 8 столбиков без накида. И таких поворотных рядов нам нужно 5. Сейчас обрежу нитку. Единственное, чем будет отличаться вторая боковушка от первой, тем, что здесь надо оставить длинную нитку. Вот в этой стороне я ставлю нитку короткую, потому что у меня есть уже длинная нитка, которую я буду пришивать, она идет от основы. На второй боковушке длинные нитки, от основы нет второй длинной нитки, поэтому на второй боковушке надо оставить длинную нитку. Теперь давайте рассмотрим, как она будет прикрепляться.
То есть вот эта деталь. Лицо. Сначала найдем лицо. Лицо в нашей сумочке будет там, где как бы существуют полные пары, да? То есть вот изнанка, вот здесь вот как бы пары не хватает, да? Еще кусочек. И вот здесь тоже она заканчивается. Если мы перевернем, то здесь парочки полные, да? И то же самое с нашей основной частью. Это будет лицо. Теперь как они пришиваются? Маркерами мы уже отметили места. То есть вот это будет пришиваться вот так. Потом вот эта часть пойдет на донышко, пришьется к донышку, а эта часть пришьется к задней стенке. Ну и, соответственно, крышка, она просто согнется. Для того, чтобы пришить боковушку, нам потребуется, ну, либо крючок, либо вот у меня есть такая иголка для пряжи. Я воспользуюсь ей. Итак, после того, как мы разметили наше основное полотно, мы приступаем к сшиванию. Сначала сошьем верхние косички. Дальше выведем нить на лицо нашей основной части. Вставляем затем иголку в то место, где вставлялся крючок в конце ряда. И сразу же я ее вставляю тоже на ряд ниже, в то место, где вставлялся крючок, уже в боковушке. Нитку протягиваю и затягиваю. Затягиваю потуже. Затем возвращаю опять иголку в основную часть, в ту же самую дырочку, с которой сейчас мы ее и вынимали. И опять затягиваю потуже. Мне позволяет затягивать потуже трикотажная пряжа, потому что она у меня режется лицевой стороной наружу, да, то есть она режется вдоль полотна, и, соответственно, она практически не вытягивается. Повторяемся то же самое с остальными петлями. Повторю еще раз. Вставляем иголку на ряд ниже, в то место, где вставлялся крючок. Вот она показалась. Вот здесь вот, сейчас если я покажу поближе, вот эта дырочка. Вот иголка показалась. Как только она показалась, ее вставляем опять в то место, где вставлялся крючок, но уже в боковушку. То есть, если мы их сложим, то это будет вот так. Да? Нитку вытягиваем, затягиваем потуже и затем возвращаем уже с изнаночной стороны на лицевую, протаскивая иголку в основную часть и снова нитку вытягиваем и затягиваем потуже. Вот видите, не по лицу, но у меня нитки в тон, ни по боковушке ничего не заметно. Не видно нашего шва. Повторяем то же самое. С лица на изнанку вставляем иголку в то место, где заканчивался ряд и где провязывалась последняя петелька. В боковушке наоборот, с изнанки на лицо. Иголку вытаскиваем. Затягиваем потуже. И
возвращаем с изнанки на лицо в основную часть. Так, я дойду до угла и покажу, как мы здесь поворачиваем. Вот я дохожу до угла. У меня последняя петля стенки. Она у меня с маркером идет. Я вставляю уже вот сюда, вот, где заканчивается косичка. Или начинается. Которую мы набирали. То есть где начинается, уже иду в воздушные петли первого ряда. Дальше подтягиваю. Возвращаюсь сюда. Дальше нам нужно повернуть нашу работу и уже пришивать донышко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 косичек, и здесь будет 8 дырочек, да? Но одну косичку мы уже один раз провязали, и поэтому еще мы ее провяжем еще раз. То есть первая косичка у нас получится провязана 2 раза. Это нужно для того, чтобы как бы все сошлось. Да? Точно так же. И точно так же в каждую дырочку мы сшиваем все остальные петли. В следующем углу я такого удвоения не делаю. Итак, вот у меня последняя петелька, которая от донышка, да, и последняя косичка. С этого края мы уже ее не провязываем 2 раза. Здесь у нас все как бы идеально сходится в математике. Сразу заканчивается донышко и сразу начинаем вязать уже петли с задней стенки. Вот сразу переходим на заднюю стенку. То есть опять продолжаем вязать в те места, где как бы образовывались петли вот конечные этого ряда или начальные, да, куда вставлялся крючок. Точно так же, как мы вязали, как мы сшивали переднюю стенку, также мы сшиваем заднюю. Переверну поудобнее. Снова затягиваем. И снова в дырочку. Становится не так удобно сшивать. Сшиваем таким образом до конца. Следим за тем, чтобы маркер совпал с концом боковушки. Да, обрезаем нитки и заправляем. Я подхожу к последней петле. Как видите, если будете считать так же, как я, у вас тоже все сойдется в математике. В математике сшивания этих двух боковушки и стеночки.
Да, вот, видите, она пришла именно в то место, где у меня стоит маркер. Сейчас я вам покажу, как она выглядит уже сшитая. Да, нитки я пока еще не заправляю, вот только закончила последнюю петельку. Вот она, боковушка. Вот так вот она свернется. Здесь будет крышечка. Ну, еще нужно сделать правую боковушку, да. Сейчас покажу ее с изнанки. То есть тоже все довольно аккуратно. У нас получились острые углы, да. Как теперь делать правую боковушку? Она вяжется точно так же, как и левая. Тоже 9 петель вначале набираете, 8 столбиков без накида в каждую сторону, поворотными рядами, 5 двойных рядов, 5 пар рядов. Да? Единственное, что в конце вы оставляете длинную нитку от нее, потому что здесь, видите, у нас нет уже никакой нити, которую мы могли сшить. Да? И сшиваете точно так же, начинаем вот от этого края. Соответственно, петельку, которую вы будете удваивать, вам тоже нужно будет симметрично вот здесь вот 2 раза провязать одну петельку от дна. Да? Дальше мы все вяжем одна к одному и придете вы тоже вот сюда. Как показывать, как вязать правую боковушку, я не буду показывать, потому что она вяжется точно так же, как и левая. Итак, я пришила обе боковушки. Сейчас покажу покрупнее, что получилось. Вот одна, вот вторая. Осталось заправить кончики, убрать маркеры и поставить фурнитуру. Итак, вот такая сумочка у нас получилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих мастер-классов. Спасибо за внимание!